Добрый день, с вами канал Tabacco.dev. Мы оказываем полный цикл услуг по разработке табака для кальяна и без табачных смесей. В предыдущих выпусках мы поговорили о двух составляющих кальянной смеси, о жидкой составляющей соусе и о твердой составляющей табачном либо бестабачном сырье. Исходя из этих выпусков, вы наверняка поняли, что гомогенизация жидкой составляющей и твердой составляющей – это очень важный процесс, без которого невозможно обойтись. И существуют способы, которые помогают улучшать степень гомогенизации между всеми компонентами кальянной смеси. И этот процесс называется ферментацией. Именно ферментации будет посвящен сегодняшний наш выпуск. Мы поговорим о том, что такое ферментация, мы поговорим о том, как улучшить степень гигроскопичности соуса в нашу пористую структуру листа, а также мы поговорим о том, какие существуют способы ферментации. Итак, давайте начнем. Ферментация в данном случае это процесс, при котором достигается равномерная гомогенизация жидкой части с твердой пористой структурой листа, результатом которой является объединение всех компонентов кальянной смеси в одно единое целое. В процессе ферментации, помимо того, что мы улучшаем степень абсорбции соуса в нашу пористую структуру листа, мы также пастеризуем сырье. В результате пастеризации уничтожаются ненужные нам микроорганизмы, что в свою очередь только благоприятно влияет на конечный продукт. А теперь давайте поговорим о том, какие существуют способы ферментации. Существует несколько способов ферментации. Ферментация может быть как низкотемпературной, так и высокотемпературной. Низкотемпературный метод ферментации используют такие бренды, как Аль-Факир, Щербетли и многие другие. А метод высокотемпературной ферментации используют такие бренды, как Азур, Танжирс, Хукафина и многие другие. А теперь давайте разберем один из способов низкотемпературной ферментации, который использует табачный бренд Афзал. Способ выглядит следующим образом. Первым этапом табак смешивается с углеводосодержащим раствором и выдерживается в течение 24 часов. Вторым этапом, спустя 24 часа, в смесь добавляется консервант, увлажнитель и краситель. Табак отправляется отлеживаться на 10-15 суток. Третьим этапом, спустя 10-15 дней, добавляется ароматизатор, еще раз увлажнитель. Смесь нагревается на паровой бане с внесением усилителя вкуса ванильного порошка и отправляется отлеживаться еще на 3 дня. Четвертым этапом, через 3 дня, добавляется увлажнитель и смесь упаковывается и отправляется на финальную отлежку, которая будет длиться 15 дней. А теперь давайте перейдем к высокотемпературной ферментации. Высокотемпературная ферментация подразумевает дополнительный этап варки, который производится в специальных варочных котлах, где подбирается определенная температура свыше 70 градусов и время, при которой будет производиться плавная и постепенная ферментация и гомогенизация. Что нам это дает? Во-первых, такой метод за счет воздействия высоких температур на структуру листа помогает ускорить и добиться более качественной ферментации благодаря расширению объема клеток и внутренних межклеточных пространств
помогая соусу намного легче проникать в структуру листа. Во-вторых, как мы ранее говорили, температурная обработка кальянной смеси помогает уничтожить ненужные нам микроорганизмы, тем самым продлить срок хранения кальянной смеси. В-третьих, высокотемпературная ферментация, благодаря воздействию высоких температур, позволяет избавить нашу кальянную смесь от таких вредных веществ, как аммиак, мышьяк и многих других химических соединений, что только благоприятно скажется в процессе курения и сделает нашу кальянную смесь более безопасной и менее вредной. Способов ферментации кальянной смеси существует большое множество. И нельзя сказать, что высокотемпературная ферментация будет являться более лучшим вариантом, нежели низкотемпературная ферментация. У каждого из способов есть как свои плюсы, так и минусы. Все будет зависеть от того, какой конечный продукт нам необходим. А с вами был канал Табако-Дев. Мы оказываем полный цикл услуг по разработке табака для кальяна без табачных смесей. Спасибо за просмотр.